Всем привет! Это финальный влог с нашего буткемпа в Киеве. Сегодня наша команда отыгрывает последний день турнира по CS5. Вы увидите, как мы подходим к турниру, как готовимся, какая у нас атмосфера в игровые дни. Я знаю, вы давно об этом просили. Также мы подведем итоги буткемпа и будет пара интересных челленджей. Так что погнали! Ну смотрите, если есть там розыгрыш, то окей. Но знаете, что всегда будет от этой скалы уходить. Нам только с файтом, только от края пробиваться и все. Других вариантов нет. Буквально через несколько минут у нас стартуют финальные игры, и я хотела спросить у мамы, как у тебя настрой на игровой день? Настрой прекрасно, готовы камбэкать. Первый день не задался, второй будем отыгрывать. А вы провели аналитику вчерашнего игрового дня? Какие-то выводы сделали? Буквально минут 10 назад провели аналитику, так что сейчас будем стараться ее реализовать. Угу. На финальный день наша команда будет использовать какие-то специальные тактики, чтобы выиграть? Или же все будет по ходу игр решаться? Ну, у нас есть заготовки, но если круги такие будут, на которых можно использовать, то да, покажем. А так, все зависит от кругов. Сейном я вот так вот типа делал, у меня это еле повернуться, да, я вот так вот сделаю, блядь, 360 минут. А потом, если харшуфить под Эверест, мы побьем под Эверест. Все, договорились. Так что это сложный круг. Все, погнали, давай. Бьем краем вот этот слой, у нас 3 игра будет. Он пикает. Нет, они пикают. Да они не смогут под нас подкатить никак. Вот здесь вставай, от них закрылся. Парни, они за будкой могут жить, аккуратно. Экземпл нокает до бума. Лерон падает от Адоуза. Эксхалейшн прилетел. Тут молик, но не совсем по адресу. Немножечко ошиблись. А вот эта хорошая хаешечка прилетела. Салик падает. Тут же в молик он наступает. Горят у нас игроки команды Эксхалейшн. Как тут выжить? Непонятно. Смоки открыты. BTM все еще дышит. Душит до последнего BTM-а. Есть еще молик, прилетает он на спину. Это минус последний игрок команды Escalation. Сами BBL в их позицию сейчас готовы разъезжать Натус Винсера на топ-транспортном средстве. Квизи! Я смоки кились. Разойдитесь. Смоки встали. Хае, давайте. Молик, флешки, хае. И у меня хае упал, отойдите от меня. Отойдите от меня. Смоки накидайте. Меня нокнули. Или вы нокнули того, который меня... Уехали вообще, фул типы. А, нет, 2 типа на синюю. Метка, однушка наша кем? НС отпикивает вдвоем. Мел, смотри, с моей право, мы отпикиваем Я НС. смотрю право. Тёма, отпикивай НС со мной. На стрельбу просто. Курекси с Пейджом разбирается с экземплом. Отличный нок от Али. Просто зафиксировал тут ЮМПшничек. А не сможет один или сможет голова. Еще работать, продолжать видеть, что он делает. Там губы драгвали их. Меня сверху убивали. 3 чела бежит по опену. Одного ног. Нок еще. 2 нока. Можешь меня попробовать рез? Подожди, нет. Надо дойти. Он на теме, слышь где-то? Нам надо его запушить, наверное. Он хае дал. Надо по флешу его запушить, Мэл. Давай, пошли. Неплохих позиций сейчас встречают. Они там BTM, Мелман дает ног по Рапчеру. Есть возможность добрать BSD, он ей воспользовался. Я дал флеш, еще одну Мэл даю и пошли. Погнали. Давай. Посмотрим, как это будет происходить. На Скофилда после флеша проходят игроки команды Нави. Мелман вырабатывает 10-й килл для своей команды. Сюда на край заехали, двойка дерутся. Типа. Ну тут лес уже есть опасный на синей. Да, уже так не выйти. Считайте киллфит. Если мы сейчас быстро закрываем хогов, или они играют вправо, нам просто надо сразу растягивать. У них нету зоны, да. Можете его зафлешить, захаешить, я попробую проехать. Без 2 колес. Я хая даю поднос. Давай. Я тоже поеду с Алей. Вам играть Я надо. еду. Ты еще меня спасти можешь, Квизи. На меня смог, если кинешь. Давай. У тебя ликвидов 2 в ноке минимум. Я добил фекс. Мелман постреляли по ванирам, очень много урона прилетает по флейме, но выживает. В последней машине 26 высаживает. Хорошо. Плюс киллпоинт для Нави. Ангара закрывать. Ангар еще будет выезжать, парни. Ко мне нужно надеть. ВКБ. 2-2 надо стоять, 2. Натус Винсера в скором времени к ним придут, так как Сода будет выжимать. Квизи нокает Флейми. Попытка еще по Хьорду настрелять. Хьорд! Голова отличная залетела и заканчивается Йеллоу от Синьки. Соответственно, 2 поинта для Натус Винсера. По горе прям едете? Перед нами чел, дробайте его. Перед нами хероик, брат.
Он 1 хп. Слева, чел. Очень лоу, внизу. Парни, привет! У нас закончился турнир ПКС-5 и подходит к концу наш буткемп. Поделитесь своими впечатлениями от прошедшего турнира и буткемпа. Это средний результат для нас. Естественно, хотелось большего, хотелось выиграть этот турнир, поэтому мы не удовлетворены этим результатом совсем. Показывайте в плане личного исполнения и командного, чтобы получалось все больше. От буткемпа впечатление, это точно сблизило нас как команду, точно дало свои плоды, которые, возможно, бы, если бы не было буткемпа, вылезли бы у нас как раз-таки на глобале, но мы уже сейчас занялись решением просто этих проблем. У меня вопрос сейчас к тренеру Аурейну. Можно ли сказать то, что команда выполнила свою программу минимум на этот турнир? Ну, минимум точно выполнили. Хотелось бы действительно больше, как сказал Саня. Но на самом деле многие аспекты, те, которые мы даже не планировали прорабатывать, получилось так, что на буткемпе с ними очень просто стало работать. Мы пофиксили те даже вещи, которые нам казалось, что в порядке, и мы не закладывали их там в план развития на буткемпе. Поэтому именно в плане продуктивности на этом буткемпе, мне кажется, продуктивность была на 12 из 10, а результат, он придет сам собой потом. Мне кажется, действительно, частично ту работу, которую мы провели на этом буткемпе, можно будет оценить по итогам глобала. Я думаю, в конце сезона мы подведем итоги еще раз. Спасибо. А у меня вопрос к Визе. Почему, на твой взгляд, нам не удалось повторить успех второй недели на финальной неделе турнира? Ну, у нас были игры, которые мы могли выиграть. Ну, что Эрангель, где мы заняли 3-е место, где еще пару, ну, может быть, 1, даже 2 игры. Я бы не сказал, что у нас было очень много игр, которые было легко выиграть. Ну, просто где-то были допущены ошибки в плане... не скооперировались, когда надо пойти в одну сторону, зачистить другую. Возможно, где-то торопились. Я бы не сказал, что мы сыграли плохо на этой неделе, потому что вся агрессия, которая была во второй неделе, она осталась и на 3-ю. То есть мы вылезали из самых сложных ситуаций, не боялись драться даже в самых первых кругах и чаще всего выходили из этих драк победителями. Ну, то есть я не помню, когда мы умирали там в первом круге. ВП не считается, это поплава. Мне кажется, просто где-то торопимся там, где не надо, да и все. Мамон, говоря об ошибках, каких-то ключевых ошибках, которые нам на данный момент мешают забирать топ-1, что бы ты отметил? Ну, я думаю, наверное, как сказал Квизи, это спешка. И немножко потренировать надо лейт-гейм, потому что в лейт-гейме у нас чаще всего бывают проблемы, и плейстайл не строится такой, какой он должен быть. Наверное, все. А так дальше по мелочи, микроошибки. Аурейн, можешь сказать, пожалуйста, какие ключевые сейчас моменты, над которыми мы будем работать в преддверии глобала? Возможно, это стратегические, коммуникационные, чему уделять больше всего внимания? Ну, определенные моменты. У нас есть месяц до глобала. Явно можно сказать, что определенные моменты уже останутся с нами, и нам их нужно будет исправлять в следующем году, потому что на них нужно будет гораздо больше времени, да. Но какие-то вещи мы сможем исправить, и основной акцент, наверное, будет на психологической, моральной подготовке к турниру, потому что это первый глобал для парней, и нужно быть очень морально устойчивым, чтобы показать там действительно крутой результат. В остальном будем анализировать конкурентов и больше вариативности добавлять нашим стратегиям. На этом будет основной акцент. Возвращаясь к ПКС-5, Тём, как бы ты оценил общий уровень команд, которые прошли на PGC? Достаточно высокий, все команды заслуживают места быть там. Какой твой прогноз? Удастся ли европейскому региону хорошо себя показать и войти там в топ-3, в топ-5 на глобальном чемпионате, как ты думаешь? Все будет уже зависеть от того, уже, что будет на месте, как команды адаптируются к обстановке и прочее. Первое место на турнире заняли Virtus.pro, мы их поздравляем с этим результатом. На ваш взгляд, было ли для вас это ожидаемо и что позволяет этой команде показывать стабильно высокие результаты? Почему я? У тебя самые тесные связи с этой командой. 8 хаешек у Дип.
Насчет Virtus.pro могу сказать то, что эта команда хорошо отыгрывает лейт, они знают, когда надо подождать, когда надо выйти. Но я не могу назвать эту команду в нашем регионе сильнейшей, потому что, мне кажется, сильнейшая команда должна обладать всеми факторами, очень хорошо их исполнять. Virtus.pro, мне кажется, это не такая команда. То есть в сравнении можно сравнить их с Сониками, которые вот в NA регионе просто показывают супер результаты во всех аспектах. Virtus.pro выигрывают у нас, Соники выигрывают в Америке, и я не могу сказать, что вот Virtus.pro такие же сильные, как Соники. Мне сегодня утром прислали опрос для тренеров, в котором нужно было выделить топ-10 этого предстоящего чемпионата мира. Virtus.pro в тройку не вошли. Среди мнения всех тренеров? Среди моего мнения, которое я отправил в вопрос. Квизи, хочешь другое мнение высказать? Не, меня устраивает. Все мы знаем, какую большую роль для киберспортсмена играет его скорость реакции и меткость, поэтому сегодня мы предлагаем парням пройти 2 челленджа, чтобы как раз-таки измерить эти показатели. Пишите в комментариях, кто, на ваш взгляд, показал самый классный результат. И начнем мы с капитана команды Мелмана. Что, начинаем? Давай. 0,5, понял. 193. Если ты еще 178 выбьешь, тогда поговорим. 177. Базару 0. 89. Как же он дергается. 167. Слышь, это чел, короче, Самый старый с нашей самый команды. старый. Самый опытный. Сколько у тебя, 167 там? Да. Это скорт убит, как говорится. А ты пробовал Free Fire, нет? Нет, я не пробовал. Ну, Free Fire сложно. Там оно иногда очень долго тянется. Это рандом. Ты, Так, главное, всё, начинай. акваву ты реально подвинул Не чел, знаю, тебе только мышкой нажимать. Понял? Wait for green. Аля, это зеленый, если чего. Дальше будет 200 плюс. Ну, префу случайно попал. Ты бы на турнире так сконцентрированно играл. Главное не моргать, это самое главное. Не, ну видно реально рандом. Free Fire. 150. Жестко. Нормально. Ну, у меня меньше... Ой, больше всех будет. Нет, братан, мне кажется, я сейчас буду сидеть с вами на 200. Можно, да, начинать? 67 сходу. Ну все, теперь Тёма будет тренироваться в другой вещи. Из-за того, что он Али проигрывает. Это прев был, я видел. Сколько у нас? 129. Это называется Free Fire. Ну да, там было заметно. Я сейчас просто усунул клики, потом только изображение появилось. Хорошее начало. 69. Хорошо идешь. Префом. А сколько у тебя было? 156. Это 200. Че там? Давай, Алрей. Он реально, давай. А вы неплохи, парни. Погоди, вот получается, вот мы все думали, что лучше всех, оказалось хуже. Я вас размял, я вас подготовил. Ты понимаешь, что если он больше тебя выбьет, меньше тебя мел, то мы меняем на реакшн тайме. Valorant плеер, там как бы люди из-за угла пикают. Левая кнопка мыши, не правая. Жестко. Нормально. Результат лучше, чем у тебя. Итак, победителем этого конкурса становится Тёма Example, наш MVP. Давайте теперь поговорим про наш буткемп более подробно. Он был достаточно продолжительным. Не устали ли вы друг от друга? Были ли какие-то сложные моменты или, наоборот, позитивные моменты, которые вы бы хотели сейчас отметить? Не, ну сложный момент есть. Если ты с Алей живешь, то у тебя туалет всегда занят. Он просто вот реально NPC, который, о, я в туалет. И сиди там. Окей. А Мелман с Example, как у вас совместное проживание было? Отлично. Ну да, все отлично, в принципе. Мы сжились вместе. Буткемп был длиной 3 недели. На ваш взгляд, это оптимальный срок для буткемпа вот, под турнир? Возможно, вы бы хотели сделать его короче или длиннее? Из-за того, что так получилось, что мы приезжаем под турнир. Ну, 3 недели мы приезжаем под турнир, у нас 3 дня до турнира. Что, в принципе, лучше бы увеличить в плане того, что, типа, приезжать, не знаю, за неделю до турнира, чтобы успеть
пофиксить все технические проблемы, привыкнуть к компьютеру, привыкнуть к тому, вообще, что ты не дома. Ну, то есть, как это и сказалось, возможно, у нас на первой неделе, как мы и говорили, что мы приезжаем, мы, в принципе, не тренировались, мы, в принципе, в другой стране, мы, в принципе, видим друг друга первый раз за 1,5 года, и это все сложилось на первой неделе, что можно сказать, что ПКС мы отыграли только 2 недели, а первая неделя, ну, то есть все команды играли 3 недели, а мы 2. Ну и, по сути, я бы не сказал, что буткемп как-то надоел, то есть 3 недели довольно быстро пролетели со всей работой, которую мы проделали. Если их устраивать, то в следующий раз, то можно даже больше. Не думаю, что это кого-то сильно напрягло, ну, из нашей команды, по крайней мере. А использовали ли вы это время для того, чтобы проводить его как-то индивидуально, или же у нас были попытки тимбилдинга? Что мы делали для укрепления командного духа? И можете ли вы сказать, что после окончания буткемпа, собственно, командный дух у нас окреп? Не знаю, мне кажется, мы проводили время так, как всем нравилось. Никто никому не навязывался, и все было по-настоящему. Так что буткемп прошел классно. Укрепили свои узы дружбы, так сказать. Ну, вообще я ожидал, что мы больше будем времени проводить вне игры. Вот, потому что, ну, все-таки с учетом того, что сейчас карантинный режим и пандемия, то нужно ценить дни и моменты, когда команда может быть вместе и провести время вместе. Но то, как мы взаимодействовали, мне тоже очень понравилось. Я думаю, что это было эффективно очень. Тём, можешь ли рассказать, как проходили наши будни? Как строился день, когда у нас не было официальных игр? Когда как днем играли корейские скримы, под вечер, если собираются европейские скримы. Ну так просто вместе играли, анализировали. Угу. А выходные дни? Все занимались тем, чем хотят, и все. Ну, я либо стримил, либо... Смотрел дорамы. Либо смотрел серики, да. Давайте сейчас пройдем второй челлендж и посмотрим, насколько хорошо у парней с Саимом обстоят дела. Так, окей. Я готов. Let's go. Да. Кажется, лучше бы мы воим-лап. Реально. Ну, это правда. Да не, ну... Мы по одной? Воим-лап бессмысленно. Да. А? Воим-лап бессмысленно. А в плане? А тут оно просто 5 секунд идет. Очень быстро. А что, разминочная есть, да? Да, Вот. Так это разминочная просто. Все, трайхарча. Это же разминочка, да? Вы думаете, съесть? $340. А кто запоминает цифры? Так. Первый разминочка. На всякий случай. Ух. Че, легко, да? Правда, Прицела нет. Если у меня сейчас будет хуже, чем этот, мы какой будем засчитывать? Хуже, чем разминочный. Ну смотри, либо оставляй, либо еще раз. Пошел. Потеет как. Это кик. Не, он всего лишь 2 раза. 3-3-3. 400 это средний, если что. У нас не намного Какие лучше. мы плохие. Братан, у тебя вон 400 есть, пикни просто. Это же реально реакция. Не, ладно. Я думал, у меня все. Это разминочная была, братанчик. У нас у всех пацаны. Так тут пофиг на промахи, можешь тыкать просто. Хорошо, хорошо. Да. Запотел. Как у тебя, да? Где-то так же.
Итак, в челлендже I'm Trainer победил у нас Аля, который выбил 333. Вы можете тоже попробовать, ссылку на сайт или каким-то образом мы вам сообщим. И посмотрите, какой будет результат у вас, пишите в комментариях. Мы скоро возвращаемся домой с буткемпа. Первое, чем вы бы хотели заняться, когда вы вернетесь домой? Да семью увидеть, друзей, девушку, не знаю. Ну, то же самое. Как с войны прям. Так, это сложно, на самом деле, выезжать на буткемпы. Как ты не любишь команду, типа команда все равно твоя вторая семья, я так считаю. То есть мы играем там 1,5 года вместе, для меня парни, ну, реально считаются как второй семьей, потому что большая часть времени ты с ними. То есть, ну, как я пришел в паб, как мы играем вот нашей командой, то я провожу время с командой больше, там, чем с семьей, с друзьями, с кем угодно. Когда ты уезжаешь на буткемп, то у тебя все мысли о турнире, о том, как вы должны командно хорошо сыграть, как вы должны друг друга поддерживать, ну, как быть настоящей семьей, так сказать. И потом, когда турнир заканчивается, у тебя есть какое-то опустошение, как примерно сейчас, потому что мы не добились того результата, которого ты хотел, хотя работали мы довольно усердно, я бы не сказал, что мы где-то филонили, было проделано и так много работы. За время буткемпа также поняли, как кто себя ведет во время стрессовых ситуаций, может, сделали где-то некоторые перестановки. Вот, когда он заканчивается, да, наверное, ты начинаешь уже вспоминать, что у тебя есть все-таки свой дом, своя семья, друзья, с которыми ты тоже хочешь увидеться. Мы приедем, там будет какой-то маленький турнир, и через месяц мы опять уедем в Корею на 2 месяца. Ясное дело, что ты за это время хочешь, ну, провести время как раз-таки с близкими тебе людьми. Да, это очень важно, в промежутках между турнирами отдыхать. И так как нас ждет впереди очень длинный турнир, то команде надо, безусловно, набраться сил. Мамон, будет ли у нас какой-то отдых после этого турнира, или мы сразу начнем играть и тренироваться? Ну, у нас будут всякие дела с документами, так что прям полноценного отдыха не будет, я думаю. Будет так, на выходные парочку. Совсем скоро у нас стартует уже глобальный чемпионат, на который наша команда окончательно отобралась по итогам ПКС-5. Аврейн, расскажи, пожалуйста, известны ли какие-то уже подробности проведения турнира PGC? Нужно ли командам будет высиживать карантин? Будут ли зрители на ивенте? И, возможно, пару слов о формате и длительности турнира. Турнир будет проходить около месяца. Карантин, все будут сидеть 2 недели, вне зависимости от того, вакцинировались или нет. Больше подробностей пока не получали. Спасибо. Не секрет, что азиатские команды всегда очень хорошо выступают на глобальных ивентах, и за последние годы они чаще всего выигрывают у нас чемпионаты мира. Аля, как ты думаешь, в этот раз они также сильно себя проявят, и, возможно, есть там какие-то уже фавориты? Да, мне кажется, нету, потому что если взять условных Джинджи, они всегда весь год показывают такие средние, даже хуже результаты, приезжают на глобал и показывают супер перформансы и забирают там первую тройку мест. Мне кажется, сейчас судить вообще нет смысла, потому что вот будет все понятно на глобале. Насколько быстро команда адаптируется к турниру? Собственно говоря, об адаптации к турниру, вопрос к Мелману. Наша команда сохранит ли свой плейстайл или будет его менять в зависимости от соперников и того, что будет происходить на турнире? Ну, я думаю, сохранит, просто будут нотки того, что нужно будет поменять, потому что без этого никак. Ты не можешь играть, ничего не меняя, на глобальном турнире. И давайте под конец нашего интервью обратимся к нашим фанатам, которые нас очень здорово поддерживали на протяжении всего буткемпа и турнира. Писали нам подбадривающие комментарии. Поблагодарим их в ответ. Спасибо всем, кто нас поддерживает, особенно после 2-й недели, когда мы выдали достаточно красивую игру, последнюю, и я думаю, мы подарили много положительных эмоций и сами их испытали, поэтому ради таких моментов мы играем. Также хочется поблагодарить организацию за предоставленный буткемп в преддверии чемпионата мира, который помог нам сблизиться еще больше, настроить командную игру. И благодаря этому буткемпу, думаю, у нас возникнет меньше проблем на чемпионате мира, и которые мы постараемся выиграть. Ну, потому что, в принципе, любая команда, которая хочет туда приехать, она хочет выиграть этот турнир. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, поддерживайте нас дальше.
и до новых встреч.